Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Портрет вашей новой женщины. Давайте-ка заглянем в будущее и попробуем посмотреть, какая же женщина, вот именно внешне. Многие мне пишут, да, вот когда она будет, какая она будет, да, ну точную дату, конечно, на Таро вам никто не скажет. Можно приблизительно сказать, да, вы можете загадать какой-то определенный срок, да, но, как правило, это, ну, хотя бы несколько месяцев минимум загадывают, да, на всю жизнь, понятно, не гадает никто. Итак, как всегда, настраиваемся на расклад, загадывайте приблизительный срок, когда вы хотите, чтобы женщина новая появилась. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Вот вы настолько хотите вот эту новую женщину, знаете, вот вы так настроены уже на новую любовь, на новые отношения. Вы ждете вот даже, знаете, не просто женщину, а вам хочется, чтобы это стала та единственная вот именно по судьбе. Женщина, с которой вы будете счастливы, да? Женщина, с которой вот можно и в дождь, и в снеге, и в гололед, в радости, и в горе. Вы уже как бы настроены больше на позитив, да? Вот если раньше у вас была какая-то такая, знаете, вот, ну, черная полоса, что ли, в жизни. Сейчас вы начинаете ее красить немножко, да, отбеливать начинаете. Причем, вот знаете, вот у вас все-таки, простите, что-то я хриплю сегодня, у вас довольно хорошо развита интуиция. Вы хоть и сейчас не знаете, вот что будет дальше, как будет дальше, да, вот вы хотите новую женщину, но какая она будет, понятно, никто не знает, да. Вас немного даже пугает будущее. Вот вы, может быть, даже своим внутренним вот чутьем, какой-то вот интуицией, да, вот вы все равно чувствуете, что у вас будет женщина. Вот как-то вот есть такая то ли уверенность, да, вот интуиция какая-то. Вот вы как будто знаете, что она у вас будет. У вас уже появляется, либо же есть уверенность, что будет все хорошо, да. Уверенность вот именно в то, что ваша жизнь начнет налаживаться даже после всех ваших невзгод, которые пришлось вам пережить. То есть сейчас у вас вот хороший такой настрой на позитив уже начинает появляться. Так, что еще? Вот знаете, вы пережили такой вот этап очень сложный. Когда вот, ну это, конечно, женщин касается, вот говорят о женщинах так, да, вот хочется, чтобы пришел принц и разбудил. А у вас вот было такое состояние, да, вот когда вам хотелось, чтобы кто-то пришел, вот какая-то вот женщина, да, чтобы появилась в вашей жизни, и вдруг внезапно как-то вот растопила вас, что ли. Вы очень хотели, чтобы в вашей жизни, да, вот появилась, может быть, даже, знаете, вот звонок от бывшей. Вот, может быть, это и странно вам звучит, но все равно, вот несмотря на ту боль, которую она вам причинила, все равно вы как-то внутри ждали от нее звонка, смс, может быть, каких-то извинений, но что-то такое проигрывается, да? Вы довольно сильный, самодостаточный мужчина, но вот этап, когда вы были сломлены, да, вот он уже немного так отодвигается. Меня это, в принципе, радует. Я смотрю, как-то даже вот расклады поменялись немного. Если вот тот, кто смотрит, да, мои расклады многие, если поначалу как-то были такие больше негативные энергии, настроения, да, а сейчас вот как-то и расклады более светлые, более такие карты обнадеживающие появляются. То есть вы начинаете немножечко оттаивать. Вы уже, знаете, вы уже в общем-то сейчас готовы к какой-то стабильности, вы готовы к новым отношениям. Да, вам все еще тяжело, вам непросто. И знаете, вам довольно непросто, ну, как бы, не то, что вы боитесь этих отношений, но вам не просто начать вот эти новые отношения.
Может быть, даже если попадаются у вас женщины на вашем пути, там, да, знакомитесь с кем-то, вот как-то, знаете, вам или сложнее сейчас завязывать новые отношения, знакомства новые завязывать, ну что-то изменилось, да, вот как будто что-то надломилось в вас. Если раньше вы могли, может быть, на раз-два, просто раз-два познакомился с женщиной туда-сюда, как-то это все быстро, живчик такой, да, то сейчас как-то вот еще у вас то ли груз этот лежит, да, но до конца, понятно, вы еще не успокоились после того, что произошло в вашей жизни. Еще есть какие-то сомнения, да, сомнения в том, что может не получиться, да, но опять же, по дьяволу, сам дьявол вас искушает, вам сам дьявол, да, вот приведет эту женщину, вот женщина будет такая вот искусительница своего рода. Хотя сейчас вы, может быть, еще ограждаетесь, да, вот как я говорила, по каким-то причинам. Вы ограждаетесь, может быть, от личных отношений. Как-то вот немного страшит вас это все, пугает. Хотя вы, да, вы очень мечтаете об этом, но уже свет проглядывается в вашем окошке. Поскольку сейчас, на данный момент, у вас личной жизни серьезной я не вижу, да, вот именно серьезных отношений. Да, есть такие моменты, что, ну, чисто для здоровья, грубо говоря, да, вот как говорят любовницы, у кого-то есть, может быть, да, и то я вам скажу, некоторые из вас даже не хотят заводить даже вот этих коротких романов. Вот то ли настроение не такое, то ли воспитание, да, что зачем вот, ну, как бы я себя не на помойке нашел, да, я не хочу то одна, то другая. Вот вы больше настроены на позитив, больше настроены на стабильность, да, вот на одну единственную женщину. И вот вы ее по судьбе ждете. Вы очень хотите, чтобы вот ваше колесо фортуны перевернулось и в лучшую сторону, да, не в худшую, потому что колесо может как в лучшую, так и в худшую переворачиваться. В вашем случае дальше идет солнышко у нас. Хотя сейчас вы в тупике, сейчас вы не знаете, как будет дальше. Вас сейчас страшит ваше будущее. Вы как-то так себя немного сейчас ограждаете от личной жизни вот этими страхами. Давайте-ка посмотрим теперь, что будет дальше в вашей жизни, какая же красотка к вам придет, да? Итак, давайте посмотрим. Давайте, знаете что, вот мне все-таки хочется уточнить, вот что именно вас пугает и тяготит вот в будущих отношениях? Вот что вас тяготит? Вы боитесь, да, вы боитесь, что вам снова нанесут смертельную рану. Ну, в переносном смысле, да, что вам снова разобьют сердце, вам сделают больно. Потому вы немного истопорите, может быть, новые отношения. Почему вы замыкаетесь? Вот посмотрите, у вас сразу кардинальные перемены. Да, страхи, видите, четко падают страхи. Страхи, что вам сделают больно, потому вы немного так в себе замыкаетесь, может быть, не так активно знакомитесь с новыми женщинами, больше заняты работой. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина будет в вашей жизни. Сроки вы загадали, да, приблизительно? Так, какая женщина будет? Вот у вас конец вот этого негативного периода. Эта черная полоса просто уходит. Верите вы в это или нет, да? Причем, вы знаете, вы как-то вот наступит момент, что вы сами возьмете себя в руки, знаете, как-то вот как будто встрепенетесь. Вот бывают, знаете, такие случаи, как будто вот человек вот просыпается в один прекрасный день и понимает, да елки-палки, да сколько же можно за ней страдать, да я все-таки тоже живой человек, я хочу любить и быть любимым, я хочу быть счастливым. И вот у вас наступит такой момент, да, может быть день определенный, там время какое-то, что вот, ну, как будто вот по щелчку, да, вот вы решите, что все, не хочу больше не думать, не хочу не страдать за ней, не хочу вообще думать о прошлом. Вот просто перевернули страницу и все. Вот как-то резко у вас вот это осознание, что ли, произойдет.
вы начнете, знаете, вот после этого вы начнете довольно активно действовать. У вас даже, возможно, жизнь станет как-то более активной. Может быть, кто-то начнет там с друзьями, приятелями куда-то ходить, больше общаться, да, больше в кругу женщин бывать. Кто-то из вас начнет знакомиться чаще. Ну, то есть такая движуха вот у вас начнет. Если сейчас вот вы в спячке были некоторое время, то здесь у вас начнется движуха такая. Вот, знаете, как будто бутон распускается, вот цветок распускается, вот, да, вот, либо же там природа, вот, да, после зимней спячки, так и вы. Вот как будто вот энергия как будто у вас появится, да. Вот это разбитое сердце, которое у вас было, знаете, придет момент, и вам будет смешно, да, вот, ну не то чтобы вот прям будете смеяться ходить, да, но придет момент, вот именно с новой женщиной он придет, когда вы будете вспоминать вот это свое разбитое сердце, как страшный сон. Женщина в вашей жизни появится достойная, женщина любящая, добрая, надежная, женщина-красотка, скорее всего, моложе вас, блондинка, стройная, такая либо же низкая, ну, невысокого роста, либо среднего роста. Женщина, которая, знаете, вот с которой хочется общаться, вот даже не просто как с женщиной, вот она настолько вот привлекательная, притягательная, вот с ней даже просто вот поговоришь, вот энергетика у нее какая-то, да, вот я смотрю на расклад, ну прям идет какая-то энергетика тепла, света какая-то. Так, что еще? Посмотрите, у нас выпали кубковые король и королева и конец вашим страданиям. Вот с этой женщиной в вашу жизнь придет совершенно новый этап. Да, сейчас вы, может быть, боитесь, опасаетесь, да, хоть и хотите новую женщину. Новый этап. Вот именно когда все в унисон, когда все взаимно, да, вот в отношениях, когда один партнер не успел подумать, другой уже произнес. Вот вы как две половинки одного целого. Вот в начале расклада, да, вы хотели, чтобы у вас была какая-то вот, ну, судьбоносная женщина, и она у вас появится. И причем, как я говорила, вот появится, ну, довольно неожиданно, да, вот появится, когда вы вот оживете. Придет момент, и Вселенная всегда нам посылает именно в тот момент, когда нам нужно. Так, какие же будут отношения у вас с этой женщиной? Вот знаете, вы возьмете как бы на себя главенствующую роль. Если раньше в ваших отношениях, может быть, женщина пыталась командовать, да, рулить, управлять вами, манипулировать, здесь женщина это она с удовольствием, знаете, вот, пожалуйста, управляй, командуй, да, вот она будет такая вот умная вот женщина-шея, как говорят. Мужчина голова, а женщина шея. Куда шея повернет, туда и голова. Ей не нужны, знаете, вот эти манипуляции. Ей 300 лет, оно все не надо. Она больше, знаете, вот из женщин покорных, таких вот верных, надежных. Она настолько теплая, гармоничная, что вам поначалу вот будет казаться, что ну такого не бывает, да? Может быть, мне кажется, но она не такая. Хотя она на самом деле такая. Вы вот знаете, вот с ней будут такие отношения, как может быть, кажется, вот в 17 лет только бывают такие, когда люди по 10 раз в день созваниваются, переписываются, какие-то смайлики, открыточки, там, смс-очки. Ну вот эта романтика, какая есть в отношениях, которая у вас уже, может быть, очень давно не было, да, за которой, может быть, вы соскучились уже. Вас будут переполнять эмоции, у нас полно кубков, да, то есть отношения, когда вот вы оба переполнены именно чувствами, позитивными эмоциями, когда вы вместе идете, знаете, в новую светлую полосу, в новую светлую жизнь, да. Так, еще что? Вот вы будете, знаете, даже вот сами будете хотеть какие-то либо же подарки ей покупать. Причем вы будете делать это искренне. У вас, вот знаете, вот с ней у вас исчезнет страх, что вас используют.
Вот она настолько будет себя так вести как-то, знаете, что ну, у вас не будет вот этого страха, что вот она меня доит, она меня использует. Вот она настолько вот такая, я говорю, энергетически привлекательная, она настолько такая вот, знаете, притягательная, что ли. Вот вам, вот как на этой карте, да, вот на шестерке пентаклей, вам будет хотеться ей давать, вот что-то порадовать, да, что-то купить для нее, и она будет с удовольствием вот принимать даже вот маленькие сюрпризы какие-то ваши, да. Ведь можно купить какую-то безделушку, и женщина уже будет безумно счастлива, и не важно, сколько стоит это. Вот она из таких женщин, она абсолютно не корыстная. И у нас карта мира выпала, да, это завершающий этап, это этап, когда, вот знаете, как же правильно вот подобрать слова, ну, то есть с этой женщиной у вас будет вот как бы завершающий этап вот вашей личной жизни, когда, ну, все пазлы сходятся, да, когда вы встречаете своего человека, когда, можно сказать, это, ну, последняя женщина, которая в вашей жизни, которая пойдет с вами рука об руку дальше. То есть вам не нужны будут дальше любовницы, вам не нужно будет женщин менять. Вот это все сойдется, все пазлы, да, вот круг замкнулся. Замкнулся именно на этой женщине, с которой вам хорошо, и вам другие женщины просто не понадобятся. То есть настолько, знаете, даже мне как-то, вот я за вас искренне радуюсь, но настолько такой вот энергетически позитивный расклад получился, да, вот я безумно хочу, желаю, чтобы каждый из вас устроил свою личную жизнь поскорее, да, чтобы вы, наконец, встретили ту единственную женщину, да, вот конец вашего одиночества, даже на дне колоды, да, вот закончится этап вашего одиночества с этой женщиной, вот если коротко, закончится в вашей жизни одиночество окончательно, бесповоротно. Если сейчас, может быть, вам кажется, что это все, что вы никому не нужны, да, то вы глубоко ошибаетесь. У вас потрясающее будущее, потрясающая женщина. Главное ее не упустить, потому что очень часто бывает, знаете, люди расслабляются, как-то начинают вести себя не очень хорошо, думают, да, она никуда не денется. А знаете, вот отношения, мне очень нравится, как сравнивают отношения с механизмом часов. Вот если один какой-то винтик, да, из механизма часов выпадет, то все, часы остановятся и поломаются. Точно так и в отношениях. Нужно постоянно как-то вот, ну, знаете, вот в огонек подбрасывать дрова, чтобы вот этот огонек любви, он постоянно горел. И это должно быть, конечно же, обоюдно. А в вашей жизни будет потрясающий огонек с потрясающей женщиной. Да и вообще у вас все будет шикарно. Чего я вам и желаю. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!